Всем привет, меня зовут Тоша. В этом видео покажем, как сделаем необычные стильные декоративные шпалеры для наших вьющихся растений, а также организуем небольшие короба-грядки для наших растюшек. В прошлых видео мы рассказали, как делали этот необычный мозаичный пол и строили кладовую. И изготавливали амбарную дверь из обрезков лиственницы. Кто не видел, оставим ссылки в первом закрепленном комментарии. По многочисленным просьбам зрителей из-за нестабильной работы платформы, наши видео теперь можно будет смотреть в телеграм-канале. Помимо этого, будем выкладывать в нем ссылки на материалы, которые используем в своих работах. А также сможем общаться и обсуждать подробности наших проектов, интересующие подписчиков. Ссылка на телеграм-канал в первом закрепленном комментарии. Или по QR-коду. Заходите, мы всем рады. Смысл в чем? Мне надо вот тут ее подержать, чтобы она не падала, пока я здесь прикрыл. Понял. И не бросать, Держу. пока я туда не приду. Начали с простых шпалер, которыми решили обрамить кладовую. С дизайном особо не заморачивались, так как эта часть не просматривается с веранды. К тому же актинидия, которую хотим здесь посадить, лиана достаточно активная, и скорее всего через пару лет эту решетку вообще никто не увидит. Шпалеру для наших юнков с этой стороны решили разнообразить разными по ширине планками. Для этого распилили прямоугольные в разрезе бруски из лиственницы с разных сторон. У нас получились рейки 33, 44 и 48 миллиметров. Будем их чередовать. Вот так? А я дощелкаю как раз. Ну что? Начало было классическим. Мы прикрепляли рейки с одинаковым расстоянием. В качестве шаблона использовали деревянный брусок. Шаблон. Все, держишь? Держи ты, когда передаешь, ладно? Ну а дальше все пошло как по маслу. Папа крепил с одной стороны, я с другой. Мама снимала процесс и подбирала необходимые по ширине рейки. Ой. Ну я тоже так могу. Держи. Следующая палка. У наших зрителей был вопрос. Какой компрессор и нейлер используем в работе? Самые простые и недорогие. Для наших нечастых надобностей их вполне хватает. Чтобы не сочли за рекламу, оставим ссылки в нашем телеграме. С этой стороны шпалера будет обрамлять зону отдыха, поэтому мама категорически воспротивилась наблюдать однообразие одинаковых ритмов. Для начала постарались добавить немного хаоса разной шириной планок, но со стороны разница в несколько миллиметров была заметна только маминому орлиному глазомеру. Поэтому впоследствии наша шпалера претерпела серьезные трансформации, но об этом чуть позже. А пока усиливаем горизонтальные планки дополнительными вертикалями. На солнце лазер видно не очень хорошо, поэтому воспользовались встроенным маминым уровнем, это ее врожденная опция. Я держал рейки, а папа крепил. В итоге у нас получилась вполне надежная и прочная, но очень скучная шпалера. Ну а дальше началось самое интересное. Мы резали, прибивали и снова резали нашу шпалеру до тех пор, пока маме не понравился результат. Все кусочки, которые выпадали из решетки, снова приколачивали в других местах. Где-то добавляли дополнительные длинные планки. В общем, постарались максимально отойти от скучной однообразности. Наша шпалера преображалась прямо на глазах. Из обычного столярно-бытового изделия вырастал стильный и необычный ландшафтный декор. В общем, все семейство сошлось во мнении, что время и усилия были потрачены не зря. Случилось еще одно, пусть скромное, но все же творение абстрактного искусства. Это один из редких моментов, когда даже промежуточный результат не вызывает никаких противоречий. Все идеально. Если бы лиственница не серела от пребывания на улице, можно было остановиться уже на этом этапе, без дополнительных покрытий. Разнообразные оттенки натурального дерева идеально подходят к нашим кирпичам, но памятуя историю с забором, покрасили в антрацитовый оттенок все тем же составом льняного масла и ежевичного скипидара, которые колеровали диоксидом титана и черным порошковым пигментом. В итоге мы сделали все, чтобы избежать классических однообразных ячеек. И у нас получились очень стильные и необычные шпалеры, которые не угнетают пространство своим повторяющимся ритмом. Ну а мы приступаем к коробам. В
качестве основы будем использовать листы ЦСП, которые загрунтовали бетоноконтактом. В верхней части коробов будут дополнительные бортики, поэтому здесь рисунок выложим уже после сборки. Из-за уклона участка боковые части наших коробов сужаются и имеют неправильную трапециевидную форму, в которую вписать прямоугольный узор не так просто. В середине будем использовать полюбившуюся нам технику разбивания плитки. Она-то и поможет решить эту проблему. Начали с армирования штукатурной сеткой. Нанесли тонкий слой плиточного клея, дождались высыхания и приготовили плитку нужного размера. Разложили и разрезали плитку так, чтобы остался запас для швов между разбитыми кусочками. Можно было оставить и в таком варианте, смотрелось вполне симпатично. Но у нас комплексное творение. Осколочная техника очень поддержит историю мозаичного пола и окончательно завершит ансамбль. Поэтому снова взялись за молоток. На этот раз клей наносили не на плитку, как в истории с полом, а на основание. Приклеивали сразу и мозаичные полосы, и керамогранит, который сразу разбивали. Расстояния между кусочками старались выдержать одинаковыми, но из-за разности в ширине, длине и размере осколков получалось не всегда. В общем, эта техника не для перфекционистов, изрядная доля хаоса неизбежна и необратима. И тогда мы еще не знали, насколько. Пребывали в предвкушении скорого окончания сложного проекта и даже не подозревали о грядущем фиаско. Заполняем швы песочной затиркой, которую использовали для пола веранды. Ссылку оставим в Telegram. В видео про мозаичный пол уже говорили, что острые куски керамогранита нещадно рвут край резинового шпателя. Когда делали пол, не сразу заметили темные резиновые вкрапления из черной резины в затирке. Убрать их оттуда практически невозможно, поэтому для светлых затирок советуем выбирать светлые шпатели, а для темных – темные. Короба с частью декора прикрутили к столбам саморезами. И вот, когда счастье было так близко, случилась эта ужасная фиаско. Кусок ЦСП не выдержал нашего энтузиазма и предательски разломился. И это было полбеды. Самое страшное, что сломался именно тот кусок, который должен был буквально висеть в воздухе, всего на 2 опорах. Другие части коробов, помимо прочего, стояли на земле, а именно этот нет. Закон подлости никто не отменял, было обидно почти до слез. Зато придумали новый способ изготовления своих собственных мозаик. Нет худа без добра. Как делали, не сняли, было не до этого. Но технология совсем проста. Разбивали плитку необходимого размера прямо на сетке и приклеивали кусочки горячим клеем. Дальше к внутренней стороне стен приклеили толстый, заранее намазанный цементом со штукатурной сеткой пеноплекс. На пеноплекс приклеивали бортики будущих коробов, вырезанные из ЦСП. Дальше накидывали сетку, которую оставляли запасом на боковинах коробов, и доклеивали темную плитку. Сетка была отрезана с таким расчетом, чтобы ее хватило и на внутреннюю часть наших коробов. Таким образом, дополнительно усилили все части нашей конструкции, армировали бортики и укрепили пеноплекс. Сетку слегка фиксировали внутри горячим клеем и промазывали тонким слоем плиточного клея. Ты слишком стараешься. Вырубываете свой интернет. Что? Я застряла. Винни-Пух, тебе помочь? Может, хватит? Заканчивай. Заключительный этап в отделке наших коробов. Приклеили верхнюю часть плиток, осталось только заполнить швы. Основная сложность нанесения затирки летом на юге – это солнце. Состав мгновенно густеет и высыхает, работать приходится очень быстро. Замывать и отмывать излишки – еще одно испытание. Никак не получалось избавиться от белого известкового налета, особенно на темных кусочках, пришлось купить специальные составы. Ссылки на них оставим в нашем телеграме, вдруг кому-то пригодится наш опыт. Швы на нашем косячном кусочке придется заполнять прямо здесь. Вот эти. Вот и настал тот самый момент. Успели доделать все, что планировали. Вот кладовая и короба с шпалерами сотворились и получились очень симпатичными. Когда-нибудь еще вернемся к этому проекту. Осталась немного незаконченная часть переднего фасада. Мама
очередная гениальная идея, которую в нашей творческой гонке не успели придумать и рассчитать. Оставим ее на потом. Все же с мебелью удобнее. Конечно, был соблазн сделать самим, но слишком много незаконченных проектов в доме. Поэтому на этот раз решили сэкономить время и купили готовые комплекты, который идеально вписался по габаритам и цветовой гамме. Этот столик остался еще со времен старого дачного домика, но как будто был специально создан для нашей веранды. Да-да, мы долго думали, что у нас построилось – веранда или терраса, и остановились на первом варианте, потому как зона получилась скорее закрытой. У нее есть крыша и как минимум 2 стены. И, конечно, нам интересно ваше мнение. Что же это, терраса или веранда? Ну и вообще, что думаете о нашем очередном эксперименте? Что удалось? А над чем еще стоит работать? Мы рады любым отзывам и комментариям. Читаем, обсуждаем и отвечаем всей семьей. А сейчас займемся другими, более насущными проектами, над которыми уже активно работаем. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вам понравилось и было полезно, будем рады отзывам, комментариям и, конечно, новым подписчикам. Скоро увидимся!